Всем привет, друзья, меня зовут Catfish Studio, и добро пожаловать на вторую серию рубрики «Путь новичка». Как мы помним, мы остановились на том, что нам надо вкачать ProDrift 3 на нашу AE86, чтобы проходить события побыстрее и легче, но у нас маленько не хватает голдишки. Да. Поэтому ставим цели на сегодня. Заполучить какое-то количество золота, чтобы прокачать нашу ауеху, нафармить в событиях серебро, чтобы задуматься о покупке новой машины, понять вообще, как можно хапнуть много золота в игре, открыть дрифтбоксы бесплатные, которые нам дает игра, и выбрать машину для дальнейшего развития нашего пути дрифтера. В CarX Drift Racing 2 есть такая очень интересная штука, как компания, которая поможет нам не только научиться азам дрифта и узнать всякие термины, но и получить очень много золота и серебра для развития нашего аккаунта в дальнейшем. Странно, зачем нас игра хочет учить, если нам сразу же вручили AE86? Да, несостыковочка получается, что ли? Как мы видим, тут есть всякие компашки, которые состоят из заданий. Задания можно выполнять на звезды, так называемые ДК, оранжевые вот эти вот. Нужно пытаться сразу же выполнять на максимальное количество, потому что они будут нужны, чтобы открыть другие новые компании. Потихонечку катаемся в компашке, выполняем задания, и да, плюс компании в том, что здесь еще дают вам и уровень, который нам нужен для вступления в клуб, или же для открытия новых машин. Опять убиваем двух зайцев, повышаем уровень и получаем валюту одной компании. Да-да. Как мы видим, компания дает нам серебришко и золотишко, которые мы наконец скормим нашей AE86, чтобы на ней не так сложно было ездить. Она нам еще пригодится в будущем, поверьте мне. Покупаем ProDrift 3 тюнинг и ура! Теперь можно отметить это событие, наверное, что ли. Теперь настроить нам ее надо. Но если мы ничего в этом не понимаем, заходим в мастерскую тюнинга, и тут-то нам помогает наш любимый CarX Tutorials, который подготовил для нас специально такую настройку, на которой можно и в одиночке фармить очки, и конкурировать в парных. Короче, берем настройку под названием CarX Tut, и все. Так, ну чё, наш АЕХ готов раться в бой теперь, по ходу дела-то, да, братва? Пока я вкачивал машинёшку, у нас в игре вышла обнова, которая нам поможет еще больше фармить серебра в компании, потому что добавили крутой тайм-атак, где можно получить около 80 голды. Да-да. Поэтому вот тут-то и нужны будут те звезды ДК оранжевые. Видите, чтобы открыть компанию, нужно 80 ДК, а у меня их только 32. Да, поэтому нужно играть компашку. И да, кстати, когда выходит обновление в CarX, то разработчики не забывают никогда похвалить игроков за то, что они ждут и играют в игру. Поэтому всегда есть такой раздел, как новости, где разрабы дают в основном всегда золото за новые обновления, или же за какие-то технические ошибки. Вот. Оно нам-то и поможет развиваться, да? Не забываем его собирать, в общем. Пока я делал прошлую серию, у меня откатился бесплатный дрифтбокс, который можно получить каждые 2 дня. Заходим в плюсик и открываем его. Да, выпала нам, конечно, полная параша. Ну ничего, значит шанс на более нормальный мотор теперь у нас выше. Правильно? Правильно. Разрабы не перестают радовать игроков CarX Drift Racing 2 и постоянно делают ультраинтересные события с прикольными трассами. В этот раз добавили в игру события, где можно получить около 6 дрифтбоксов совершенно бесплатно, не покупая ни пропуск, ничего вообще. Поэтому берем и просто катаем это событие не переставая, пока у нас глаза из орбит не вылезут. И кстати, конфиги тут тоже очень приятные, они пытаются сделать так, чтобы все это приближенно было к парному дрифту, потому что в этот раз трассы реально имеют почти 90% схожести с теми, на которых ездят парные заезды. Играя в CarX, не забываем постоянно собирать награды за достижения, они нам тоже дают жесткий буст в развитии. Так вот, провел я в игре большое количество часов, и теперь, наконец, тот самый момент. Я собираю все награды за события. Голда, серебро, фанаты и самое жирное — дрифтбоксы. Давайте откроем их и глянем, что у нас там выпадет-то. Из первого выпадает говно. Из второго тоже дерьмо. А вот третий дрифтбокс дает нам на RX-8 чертежик, который нам пригодится. Следующий на Альтезу. И последний тоже на какую-то машину, о которой я даже не знаю. Да, давайте теперь посмотрим вообще, к чему нам стоит стремиться. Да, сейчас у нас в планах купить ту самую Silvio S15, которая имеет стоковый супермощный двигатель, на котором реально можно повыдирать пердаки чувакам на свапах, но чтобы ее купить, нам нужен уровень и очень много серебра с золотом. Поэтому давайте возьмем что-нибудь уже такое, на чем можно кататься парные более качественные заезды. Все-таки валюту-то мы нафармили нормально тогда. Если бы у меня была машина с готовым свапом нормальным, ну то есть с мотором, я бы купил ее и ездил бы на
свапе, но, к сожалению, у меня ничего нету, поэтому я беру, захожу в Tier 2 машины, и тут есть Nissan, то ли 180X, то ли 240. Я не знаю, чем они различаются, честно, ребят. Если вы знаете, то можете черкануть мне в комменты и залайкайте этот коммент, чтобы другие тоже видели. Да. Короче, эта машина более-менее подходит по мощностям и массе для парных. Покупаем ее смело и не жалея валюты. Сразу же ставим максимальные тюнячки, конечно же, на что понадобилось нам 90 тысяч серебра и 60 золота. Не так уж и много, на мой взгляд. Все. Ура! Теперь у нас есть хоть какой-то автомобиль помощнее нашей АЕ-86. По той же схеме заходим в мастерскую, говорим спасибо нашему CarX Tutorials за супер классную настройку и забираем ее. Когда мы ее купили, заходим в настройки и проверяем, чтобы мотор был выкручен на всю. Если он как тут не докручен до конца, то докручиваем, сохраняем и выходим. Ну чё, тачка у нас классная есть. Давайте глянем, что у нас тут по обвесам. Все-таки пошире хочется фендера сделать, правильно говорю? Да, обвес, конечно, красивые. Хотелось бы поставить вот этот вот широкий такой, со стандартной мордой. Но пока у нас нету серебра, и будем довольствоваться тем, что у нас есть. Просто вручную поставим бампера, юбки, спойлер. Ну и, конечно же, все-таки SX наш, да? Куда без наших глазок-то? Их по-любому ставим. Глушак не забываем побольше. Все-таки корч у нас, правильно? Белый цвет мне не очень заходит, поэтому давайте его перекрасим. Выеживаться я тут не буду уж сильно, да и в принципе я не умею делать там ливры вот эти все создавать, поэтому просто покрашу его в перламутр. Также покрашу диски таким вот способом. И давайте налепим какую-нибудь одну наклейку супер дешманскую. О, как раз ГОСТ, типа призрак, короче. Ставим. Прям в самый раз. Ну и все. Вот такой вот у нас Nissan SX получился. По мне получился прикольный, симпотный. Радует глаз, так сказать. И давайте подведем итоги. Мы поняли, что золото можно заработать в огромных количествах в компании. Событие в игре дает суперские дрифтбоксы, которые нам помогут конкурировать в дальнейшем с другими дрифтерами. И поняли, что нам нужна та самая слива-пятнашка. И пока мы идем к ней, нам нужно получать золото и серебро, которые можно фармить еще одним способом, который будет в следующей серии. И как раз таки в ней мы подойдем к тому самому парному дрифту, от которого мы и получаем основные эмоции в игре. Если тебе понравился ролик, ставь лукас под видос, пиши свое мнение по поводу ролика в комментариях, подписывайся на канал, бей в колокол, чтобы ничего не пропустить. Обнимаю очень крепко, целую, вы были на канале Catfish Studio, всем пока-пока.